Итак, всем привет! В сегодняшнем видео мы поговорим о буксировочном крюке на 210 Mercedes. Дело в том, что уже 6,5 лет я ездил без него, и это единственный, можно сказать, такой полезный аксессуар, который у меня отсутствовал. Что, в свою очередь, еще лишний раз говорит о надежности 210 Mercedes. То есть за 6,5 лет он единственный раз был на эвакуаторе, когда у него кончились коды в ключе, и он просто перестал реагировать на ключ. Во всех других ситуациях ни разу не было такого, чтобы нужно было воспользоваться этой деталью. Но в этом году я решил поехать летом на море, и поэтому решил все-таки на всякий случай заказать себе вот эту вот железячку. Номер детали вы видите на экране. Значит, здесь используется нестандартная резьба. Она круглого типа, и ее диаметр 18 мм, а шаг 3 мм. Напомню, что у стандартной резьбы шаг при 18 мм диаметре шаг 2,5 мм. То есть это не простая резьба. Если вы думаете, что вы нарежете на какую-то арматурину более-менее похожую резьбу и закрутите ее туда в усадочное место, то с этого навряд ли что-то хорошее получится. Скорее всего, вы не попадете в нужный размер. То есть эту резьбу может нарезать только опытный токарь, и вы просто испортите себе вот эту вот гайку, в которую закручивается этот буксировочный крюк. Также хочу сказать, что в интернете были не оригинальные такие крюки, были оригинальные новые и оригинальные бэушные. Неоригинальные стоили порядка 300 гривен, это примерно 10 евро. Оригинальные стоили 800 гривен, и бэушные я взял за 430 гривен, плюс доставка, он мне вышел где-то 510 гривен, но это примерно $20, вот так. То есть, чтобы вы знали. Я решил брать оригинальный, но бэушный, потому что я не вижу никакого смысла брать новый, потому что железяка есть железяка, ничего ей не может быть от того, что она не новая. А не оригинальный я не рискнул брать, потому что из-за вот этой вот хитрой резьбы непонятно, подойдет ли он или не подойдет. То есть, зачем рисковать? Взял бэушный оригинал, и думаю, с этим никаких проблем быть не должно. Итак, давайте я сейчас покажу, как правильно открыть заглушку бампера. Обычно я для этого использую тоненький ножик. Нажимать нужно с этой стороны. И также я сюда вот аккуратно вставляю, чтобы не повредить краску. Вот таким вот образом ее легонечко отгибаю. Так, и возможно с другой стороны понадобится. Вот так вот. Мы ее отгибаем. Так. И резко не дергаем, поскольку там есть такая пластмассовая типа ниточки, которая не дает ей потеряться. Просто аккуратненько ее оттягиваем. Вот так вот. И таким образом мы получаем доступ к усадочному месту буксировочного крюка. И давайте теперь попробуем его закрутить. Вот так вот закручиваем его. И обязательно нужно его докручивать до конца. То есть на пару витков это не подойдет. Там, естественно, грязь, закручивается оно достаточно тяжело. И я для этого использую как рычаг удлинитель для ключа. И сейчас таким вот образом мы его закручиваем. Вот так вот. До упора. Если вы его не закрутите до конца, то может быть такой вариант, что он там где-то зацепится на 2-3 витках, и при сильном рывке может просто вырвать резьбу и отсоединиться. Сейчас я его откручу обратно. Итак, давайте выкрутим его снова и защелкнем обратно заглушечку. Так, мы его выкрутили. И давайте посмотрим внимательно на вот эти зажимчики, заглушечки, чтобы вы видели, как оно все работает приблизительно. То есть низ сюда вот вставляется, сначала просовывается аккуратненько назад вот этот элемент, и вот так вот вставляется низ, и потом она просто вот так вот и защелкивается обратно.
Итак, думаю, что основные моменты по буксировочному крюку на 210 Mercedes я рассказал. Если что-то было неточно или о чем-то я забыл упомянуть, пишите об этом в комментариях. Кому было полезно это видео, ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всем пока.